Как организовать хранение вещей для рукоделия? Этот вопрос мне задают наиболее часто под видео. Для тех, кто на этом канале впервые, меня зовут Саша, и я рассказываю о том, как организовать пространство вокруг себя, чтобы было легко поддерживать порядок. Тема хранения товаров для творчества и просто хобби достаточно актуальна, и я недавно показывала о том, как храню свои товары для творчества. Храню я их под кроватью, в выдвижном ящике. Я люблю своими руками из простых вещей делать органайзеры для хранения. Вещей для этого у меня не так много, поэтому они отлично помещаются в ящике под кроватью. Вы можете взять на заметку этот совет, если у вас также небольшое количество вещей и под кроватью есть место. Можете просто сложить их в подходящую коробку, сумку или органайзер и разместить на хранение под кровать. Я знаю, что мои видео смотрят достаточное количество рукодельниц, и специально сегодня я пригласила гостью на свой канал, которая расскажет вам, как она хранит все свои товары для рукоделия, творчества. Моей гостью зовут Катя, она занимается скрапбукингом, делает на заказ альбомы, планеры, мамины сокровища и прочую красоту, то есть вещи, в которые вложено много души и которые потом люди используют с радостью. Если вы захотите заглянуть на канал Кати, то я оставлю ее ссылку в описании. И давайте теперь посмотрим, какие идеи предлагает Катя для организации своего творческого уголка и для хранения товаров для рукоделия. Всем огромный привет, меня зовут Катя. Я хочу пригласить вас к себе в гости и показать свою небольшую творческую комнату. Находится она у меня на балконе. Зачастую на балконе у нас хранится разный ненужный хлам. А так как ненужный хлам вообще в принципе хранить нельзя, я решила себе сделать свое личное пространство. Больших вложений это не требует. Это мой старинный шкаф, который просто перепилили по моим размерам. Он уже много-много раз красился в разные цвета. А этот стол буквой П не сделан специально на заказ. Это обычная кухонная столешница, сделанная просто своими руками. Самое главное мое правило именно для меня, чтобы все хранилось на своих местах. Вот, допустим, вот на этой полке находятся только ткани. Ткани также я разложила по тематикам. Отдельно ткани для мальчиков, ткани для девочек, плюш и так далее. Если у меня заказывают альбом для мальчика, я просто беру одну корзинку. Не надо рыть постоянно в куче разных тканей, и всегда у вас будет бардак. Также храню я их вот таким вот образом. Это очень удобно. Удобно смотреть, что у тебя есть в наличии. Не надо, как я уже говорила, рыскать по разным коробкам. Так наглядно можно посмотреть и удобно показать своей заказчице. Таким же образом у меня дела обстоят и с цветами. В отдельной корзинке у меня находятся тайские цветы, которые я очень обожаю. В другой корзиночке у меня находятся плоские цветочки. Также цветы, которые с Алиэкспресс, я их не очень люблю. Они у меня находятся сзади. И цветы из фоамирана также находятся сзади в отдельных корзиночках. Также я храню и бумагу. Сделали мне вот такой вот пенал. Отдельно у меня свадебная тематика, детская, разная, карточки и высечки, мужской. У меня все находится отдельно. Чуть повыше находятся у меня готовые работы. Повыше они, потому что дети мои могут сюда нечаянно нагрянуть. Также рядом у меня обязательно находится мой планер, куда я записываю свои заказы. Отдельная тумбочка у меня, конечно, и для кружева. Кружево я храню таким же образом. Это очень экономит наше драгоценное время, когда все наглядно видно, что у тебя есть. На этой стороне тоже находится все на своих местах. Отдельно у меня хранятся пуговицы, отдельно у меня хранится железо, фигурки. В общем, для каждого свое место. В этом контейнере, допустим, у меня все для планеров. Там у меня и кисточки, и зажимы, и подвески, и все-все-все. Дальше выше у меня подарки, которые присылали мне другие мастерицы. Иногда мы знакомимся в YouTube и присылаем друг другу приятные подарки. На этом я буду заканчивать свое видео. Рада была пригласить вас к себе в гости. Всем пока-пока!
Спасибо большое Кате за то, что она поделилась своими идеями для организации хранения творческого уголка, за дополнительные порции вдохновения и за эстетическим наслаждением. Загляните Кате на канал, она показывает там свои работы и то, как раньше было организовано у нее место для творчества. Напишите, как вы предпочитаете хранить свои товары для рукоделия. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, ваша Саша.